Всем привет. Ну, в общем, я решил сегодня немножечко отвлечься от каких-то конкретных примеров, немножко просуждать. Честно говоря, не со сном пока еще не очень получается устаканить его и сделать его таким, каким бы я хотел. Пока я сплю не так хорошо, как мне хочется. Да, я пытаюсь там мелатонин принимать, но все-таки пока я себя некомфортно, не до конца комфортно чувствую. Мыслей набегает много. Вот смотрите, о чем я подумал. Может быть то, что люди сейчас, особенности в Европе, но и в России я начал это тоже замечать, приобрели эту привычку не, как бы так, не завершать разговор, как бы сказать, да, то есть приобрели привычку не завершать разговор. Например, русскоговорящий, то есть я полагаю, что не может быть проблем в переводе, не может быть проблем в понимании. Русскоговорящие из разных регионов страны, с разными бэкграундами, то есть у меня разные истории с ними связаны. Они мне пообещали помочь добровольно. Им захотелось, как мне показалось. Они могли отказать. У нас достаточно такие доверительные с ними отношения, чтобы они могли просто объяснить, почему нет. Ну, просто сказать, вот некогда и так далее, и так далее. Но нет, они согласились помочь и потерялись. Эти люди живут в Испании. Еще один бывший журналист просторов СССР тоже по одному вопросу, который ему тоже интересен, то есть он проявлял интерес определенный. И когда я ему выдал информацию, он то, что по-русски говоря называется, потерялся. Но самое, конечно, интересное для меня это почему люди в России, которых я знаю десятки лет, тоже начинают теряться. То есть это вот, смотрите, случайная выборка, абсолютно разные 4 человека, с разными бэкграундами, в разном возрасте, разного пола, ну, даже разной сексуальной ориентации, вот если уж для полноты картины. И ведут себя похожим образом, с похожим паттерном. Я могу для себя это объяснить тем, что вот эта наша привычка все время сидеть в смартфоне, и по сути мы постоянно повторяем там шаблон, что ты с кем-то говорил, и потом бах, и этот разговор ну просто вот как-то подвис на определенном моменте, ни да, ни нет, никакого продолжения, просто вот как-то он не завершен, но ты всегда можешь к нему вернуться и посмотреть, типа, о чем мы закончили. Этот паттерн пришел в нашу реальную жизнь. В смысле, мы видим эти паттерны везде, и вот сейчас мы их буквально копируем. То есть даже, я считаю, что даже мы это все общаемся в соцсетях, вот эти 4 примера, которые я вам говорил, но это все-таки личное общение. То есть я этих 3 из этих 4 людей я знаю лично, я с ними разговаривал лично, с некоторыми по много лет общался, с некоторыми общаюсь вот как ну как минимум по году. И тем не менее похожие шаблоны поведения. Это все соцсети. Подумайте, ну мне вот просто крик души, если хотите.
Мне хочется вам сказать, подумайте, как соцсети влияют на вашу жизнь. То есть элементарно, начиная с физиологии, я по себе замечаю, мы начали... То есть у нас у всех проблемы с шеей, у нас у всех проблемы со зрением, у нас у всех вот эта вот поза. Я вообще не знаю, почему еще не запретили на законодательном уровне, например, смотреть в телефон, когда ты идешь по улице. Ну, потому что это ж сплошь и рядом. Люди идут, смотрят в телефон, и они не видят, куда они идут. Они могут переходить дорогу, на них может налететь велосипедист, скутерист, да что угодно может случиться. То есть ты на улице. Напомню вам, что по определению ПДД, который я сейчас учу, дорога это от дома до дома. То есть пешеход на пешеходном тротуаре, он тоже на дороге. Если еще, допустим, 10 лет назад вы на пешеходном тротуаре, ну, кирпич мог на голову упасть. Кстати говоря, это абсолютно не метафора, потому что я вообще чудом выжил. То есть в моей жизни было несколько случаев, когда я мог умереть с высокой степенью вероятности. И, по-моему, в 4 классе я шел мимо общежития девятиэтажного в Краснодаре Кубанского госуниверситета. Его тогда только-только построили. И студенты выставляли на кухне сковородки с готовой едой на подоконник. И мы ходили под подоконниками из школы. И буквально в миллиметрах от моей головы пролетела такая сковородка с картошкой или с чем-то таким. Ну, то есть, я полагаю, что этаж там был 4-й, 5-й, как минимум, откуда она прилетела. Буквально секундой бы, да, долей секундой раньше или позже, я, честно говоря, не помню, когда она, по-моему, передо мной прилетела. По голове бы попала, ну, как минимум, тяжелая травма, если не смерть. Ребенок, 4 класс. 10 лет, да? 11. Вот. И сейчас на улицах у пешеходов полно опасностей. Больше, чем 10 лет назад. То есть, ну, может быть, не столько велосипедисты, но электроскутеры. И прямо они тут гоняют. А когда ты пешеходный переход переходишь, в Испании, конечно, они в основном пропускают тебя, но бывает, что и не пропускают. И такие типа, ну, сорян, ну так получилось, проехал. Бывает, что особенно те, кто на мотороллерах, на мотоциклах и на скутерах, они вообще не пропускают. То есть они не совсем себя едут по проезжей части, но они вообще не очень себя считают членами вот этого дорожного движения, как я понимаю. И поэтому, когда они идут когда вы идете по тротуару или по пешеходному переходу и залипли в свой телефон, вы себя подвергаете опасности. Тут, кстати говоря, запрещено в Испании пользоваться наушниками, когда ты на велосипеде или на электроскутере. И касаться телефона, когда ты за рулем, вообще нельзя. Не докажешь потом, что ты не переписывался ни с кем во время движения. В общем, я о чем хочу сказать, что вот эти соцсети, они буквально нас захватили. То есть и физиологию нашу, у нас у всех, и у меня в том числе, искривления и проблемы с позвоночником, шейным отделом. И вот тут мышца все время болит, и плохо снабжается кровью мозг из-за этого. И зрение все время падает, это все наши вот эти вот смартфоны. Ну и посмотрите, мы перестали общаться. То есть эти смартфоны, они не дали того эффекта, на который, возможно, Стив Джобс надеялся, что вот смартфон или там Стив Джобс, с айфонов пошла эта тема, да?
То есть, когда я помню, до айфона, до 3GE у меня был, по-моему, первый iPhone. Была такая очень удобный телефончик, такой слайдер сдвижной Samsung. Мне прям очень супер, супер нравился, маленький, удобненький. Позвонили, поговорили, все. А пошли айфоны, и мы все начали вот это вот. И смотрите, смартфоны, по сути, социальные сети, не сайты, именно социальные сети, и то, что они на смартфонах, то, что смартфоны с нами, они буквально захватили нашу жизнь. Ну, то есть, во-первых, у нас у каждого из вас, из нас по два телефона, по два смартфона. Мы постоянно в них торчим. Представьте, что... Вот просто на секунду представьте, я очень люблю об этом читать, и я очень люблю представлять эту ситуацию. Случается то, что в 19 веке называлось Carrington Event. Событие Каррингтона, если по-русски. Это, по-моему, астроном английский, который наблюдал вспышку на Солнце. И, если я не ошибаюсь, через 19 часов после его наблюдения, там он не один был, Земля попала в пучок плазмы, который как раз в результате этой вспышки вылетел. Если я не ошибаюсь, это 1856 год, где-то там. Собственно, суть этого события Кэррингтона в том, что тогда был только телеграф проводной. И тогда это событие, вот этот пучок плазмы, который прилетел к Земле и пробил магнитное поле Земли, вызвало несколько смертей, потому что операторы телеграфа умерли от наведенного в проводах, телеграфных проводах электричества, прикоснувшись к аппаратуре. То есть вот эти провода, которые висят сейчас, тогда не было. 1856 год. Я могу ошибаться в дате, но середина 19 века. Представьте себе, газовое освещение, как я понимаю, рабство еще не отменено, крепостное право еще не отменено. Что там еще? Люди на повозках ездят, натуральное хозяйство практически. Ну, то есть, в середине 19 века жизнь человека и человечества не зависела от электричества почти никак. Ну да, был телеграф. По-моему, радио еще не изобрели. Извините, пожалуйста. Ну, стыдно, конечно, не помнить. Ну, по-моему, ни Маркони, ни Попов еще не сделали свою передачу по радио. То есть, соответственно, человечество не зависит практически никак от электричества. Законы Максвелла как раз там где-то вокруг, но еще практического применения особого нет. И тем не менее, уже несколько смертей было. Настолько... Почему это случилось? Потому что, когда эта плазма высокоэнергетическая, по сути, поток заряженных частиц, прилетает и пробивает магнитосферу Земли, то все, что может взаимодействовать с магнитным полем или электрическим полем, а оно одно в другое переходит, все это начинает активно реагировать на этот поток заряженных частиц. Телеграфные провода или электрические линии связи воздушные — это все проводники, это антенны. И вот тогда, в середине 19 века, было несколько операторов убито электрическим током. Настолько сильно вот это наведенное электричество за счет этого плазмы солнечной воздействовало на телеграфную сеть, что операторы могли передавать друг другу сообщения без использования источников питания. Представляете, да? На десятки или сотни километров
по телеграфным проводам они передавали сообщения, ну, видимо, азбукой Морзе, без использования источников электрического тока. Настолько было много электричества в этих проводах. И сравните с тем, что происходит в этом году. Мы с вами буквально недавно наблюдали солнечное сияние в Барселоне, да? В Москве, в средней полосе России. В мае месяце было очень сильное северное сияние, оговорился. Ну, оговорился по Фрейду. То есть вот эти все северные сияния, которые мы сейчас наблюдаем в средних и даже ближе к южным широтам, как вот здесь в Испании, близко к тому, что было тогда во время этого события Кэррингтона, когда на Карибских островах за счет мощности северного сияния, то есть по сути за счет свечения молекул в возбужденных плазмой Солнца в воздухе Земли, люди могли читать газету на Карибских островах. Ну, это как пример, который я вам в Википедию пересказываю. Но это очень похоже на то, что происходит в этом году. В мае месяце, вот буквально пару дней назад, несколько дней назад, либо это говорит о повышении активности Солнца, либо это говорит о снижении напряженности магнитного поля Земли. Ну, то есть, более простым языком, магнитное поле Земли стало меньше защищать нашу планету от солнечной плазмы, от потоков солнечной плазмы. И чтобы вы понимали, насколько это важная вещь. Есть один человек в России, который ненавидит фразу «чтоб ты понимал», чтобы вы понимали. Земля — это, по сути, если вот смотреть с поверхности Солнца, это точка в небе, точка. Чтобы совпала вероятность того, что плазма полетит в эту точку, ну вот, это как если вы в комнате сидите, случайно руку выбросите, выстрелите и убьете комара. Вот в каком-то направлении руку случайно выбрасываете и убиваете выстрелом комара. Вот примерно так. Да, из Солнца постоянно вылетают какие-то сгустки плазмы. Ну, не постоянно, ну, на регулярной основе, скажем так. И тем не менее, если в этом году на планету Земля вот так вот достаточно часто прилетают достаточно мощные потоки плазмы, значит, что-то поменялось на Земле. И что-то поменялось на Солнце. Раз плазма начала вот в этого комара в виде Земли попадать так часто, что у комара теперь уже, извините, зудит во всех местах. То есть у нас солнечные, северное сияние по несколько раз в год такой силы, что мы здесь их наблюдаем. В тех широтах, где их раньше не наблюдали. Это, конечно, ну, я почти 50 лет живу, и мне кажется, что это что-то новое, даже вот на протяжении этих почти 48 лет, в которых я живу. Возвращаясь к началу нашего разговора, если повторится ситуация, схожая с событием Кэррингтона сейчас, а сейчас человечество всем возможными способами зависит от электричества, и человек зависит от электричества, то я думаю, что последствия будут катастрофическими.
хотя бы из-за того, что первое, что мы потеряем, это в какой-то степени, это группировку спутников, мы потеряем навигацию на какое-то время. Понятно, что спутники защищены, может быть даже лучше, чем наземные системы, но все равно. Спутники и МКС все равно находятся в той или иной степени под защитой магнитного поля Земли. То есть оно ослабевает, создает определенную защиту для этих объектов даже в космосе. Если представить, что вдруг, а мы видим, что эти события начали происходить сильнее и чаще, будет событие сильнее, чем событие Кэррингтона, а мы сейчас всячески, подчеркиваю, зависим от электричества, то вот эти наши огромные повсеместные антенны, то есть воздушные линии передачи электричества, они будут под ударом. Почему я про электричество говорю? Потому что передача данных происходит сейчас в основном по оптическим каналам связи, и на кусок стекла, по которому распространяется волна от лазера к лазеру, и, как правило, эти линии связи в Земле, иногда подвешены на опорах, но тем не менее они защищены какими-то экранами, как минимум оплеткой для жесткости или оплеткой стальной. То есть на оптику вряд ли воздействовать будет событие Кэррингтона или аналогичное, но передача электричества по проводам происходит, провода не экранированные, соответственно, в них будет возбуждаться электромагнитное поле. Базовые станции сотовой связи, тоже по сути антенны, да, на них тоже будет влиять. Да, вот практически все, что связано, Wi-Fi точки элементарно, да, тут, там совсем другие, конечно, масштабы, но тем не менее. И если мы, допустим, как было в Канаде, на несколько дней окажемся в ситуации блэкаута, то с нашими текущими привычками, с нашей текущей зависимостью от общения в социальных сетях, от электричества, потому что у нас везде электрические плиты, электрические котлы, у нас подача воды в здание по помпами осуществляется насосами, у нас лифты, практически все, чем мы пользуемся ежедневно и каждую секунду, не говоря уже, конечно, кстати, вы сами по себе смартфоны могут быть в меньшей степени пострадают, и компьютеры. Но вот все остальное, все, что связано с передачей данных, особенно беспроводной передачей данных, типа базовых станций, все-таки они стоят на открытом месте, и это действительно антенны, большие антенны. Вот это все может серьезно пострадать хотя бы на время. То есть не совсем, может быть, выйти из строя, но на время. Как мы будем себя вести в этой ситуации? Вот сейчас спроси меня, кто у меня из живых людей, в смысле из тех людей, с которыми я общаюсь без использования соцсетей, в моем круге общения, это меньше десятка людей. Я завершаю, да? Это меньше десятка людей. То есть я общаюсь физически, постоянно с людьми, которых меньше, чем пальцев на моих двух руках. Все остальное общение происходит в соцсетях. Если отключить на неделю эти соцсети, я не знаю, как мы себя будем вести. Я думаю, почему мы так сейчас
сбой в соцсетях, там, в Telegram, Discord, что у нас тут было, отключение YouTube. Мы не найдем себе места. Мы соцсетями буквально разделены на элементарные частицы. То есть, если в 2000-х я обычный кнопочный телефон использовал для того, чтобы с кем-то созвониться, договориться о встрече, прийти на эту встречу, пообщаться лицом к лицу. И эта встреча, ну, не знаю, может быть, людей обязывало то, что это общение лицом к лицу. Может быть, то, что просто невежливо было бы какому-то человеку в процессе, мы сидим где-то там, общаемся, например, в кафе, и человек бах, встает и уходит. Ну, как вот в соцсетях, да, то есть мы общаемся, бах, и переписка закончилась. Прервалась на этом моменте, потому что, не знаю, там человека где-то отвлекли. Он может быть за рулем, может быть связь пропала, он едет в метро или в поезде. То есть вот мы сейчас привыкли к такому вот не, скажем так, невежливому, если по-нормальному говорить, невежливому, но и вынужденному в какой-то степени прерыванию беседы. То есть мы уже не обижаемся, что человек, ты ему что-то спрашиваешь в Телеграме в том же, и он бах тебе не отвечает. Для нас это не проявление неуважения, а, ну, окей, он где-то там едет или там, не знаю, куда-то зашел, где-то там. То есть мы уже не ожидаем ответа. Вот я о чем. Когда мы общались лицом к лицу, мы все-таки ожидали, что если ты общаешься с человеком, то он тебе ответит, беседа будет завершена. И все-таки я настаиваю на том, что вот это личное общение, оно заставляло людей нести ответственность за свои слова. Оно делало значимым это общение. То есть человек встретился с тобой, поговорил, он потратил время, ты потратил время. Если он тебе что-то пообещал в процессе вот этого вот разговора, то мне кажется, что это обещание стоило большего, чем какая-то переписка сейчас в соцсетях, где человек тебе даже написал, что да, вот, типа, я готов, я помогу, и потом пропадает на несколько дней, типа, ты вынужден его спрашивать, и, типа, чё, как, куда, почему, какие, ну, то есть, ты вынужден его беспокоить, все такое. Это все действие на нас соцсетей. Мы ужасным образом, я считаю, что это катастрофически ужасным образом атомизированы, буквально на элементарные частицы разбиты. У нас нету физического круга общения. Да, если вы на работе общаетесь, но обычно у нас коллективы сейчас маленькие. Мы обычно, ну не обычном смысле, зачастую мы работаем частично на удаленке. И коллективы эти, ну, вряд ли больше 10 человек. И нет в моем кругу общения людей, которые ходят на заводы с тысячами сотрудников, но тем не менее, все равно ты приходишь на этот завод, ты же не со всеми общаешься. В круге общения твоем мало людей, которым ты физически общаешься. И может быть это связано с событием. Явление, вернее, даже не событие, а явление. Вы об этом не знаете, но произошли с начала 2020-х годов очень серьезные изменения в демографии. Я не демограф, но то, что я слушаю демографов, я готовил материал, я его опубликую на Патреоне, возможно, до конца этого месяца. У людей, возможно, из-за социальных сетей меньше личных контактов, ну, просто люди меньше размножаются. И кто-то мне может сейчас возразить, сказать, да ну нет, там Китай, Индия.
Ребята, к сожалению, вы, возможно, этого не знаете, вы, возможно, не уделяете этому внимания, но в Китае отрицательный рост рождаемости. Испания, Италия, юг Европы тоже отрицательный рост. Но это отдельный разговор. Он связан со смартфонами, он связан с нашим поведением в связи со смартфонами. Но это отдельный разговор. И все-таки я думаю, что смартфоны в том числе на это повлияли. Хотя это и комплекс факторов. Я опросил испанцев, спросил их, почему падает рождаемость в Испании. Они не называли смартфон одной из причин, но я думаю, что они тоже повлияли. Спасибо, что вы досмотрели. Это действительно меня беспокоит. Я считаю, что мы должны это обсудить, вы должны об этом подумать. Хотя бы для того, чтобы подготовиться. Параписум парабеллум. То есть, хочешь мира, готовься к войне. Предупрежден, значит вооружен. Вы сейчас можете спрогнозировать свое поведение, как вы себя будете вести в том случае, если, допустим, на неделю отключат электричество. И как лайт-версия, если на неделю перестанут работать соцсети. YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, все. Вот. Представьте, что вы будете делать. С вас, соответственно, подписаться, поставить лайк, пригласить друзей посмотреть это видео. Напишите мне, кстати говоря, насколько вы запуганы мною после просмотра или нет, или вам не страшно. Спасибо.